Как я и обещал, чем дальше мы проходим по лету, чем ближе мы к релизу самой eFootball 2025, тем больше слухов, каких-либо новостей возникает вокруг нее. И ко второму летнему месяцу у нас имеется уже небольшой вагончик и маленькая тележка тех, скажем так, нововведений и изменений, которые мы, возможно, увидим в рамках 25-й части. Какие-то из них мы уже обсудили, а какие-то, наподобие нового типа карточек, новых функций, о которых так долго просили фанаты, еще не успели затронуть. Поэтому сегодня предлагаю это исправить. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, в комментариях делитесь своим мнением и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Начнем с того, что мы уже, возможно, затрагивали на этом канале, а в частности с режима редактирования. Как я упоминал в отдельном ролике, слухи касаемо режима редактирования за последнее время достаточно сильно активизировались, и сам Гальванио уже неоднократно делился подробностями того, что из себя будет представлять режим в рамках eFootball. И если вкратце, то режим редактирования в eFootball по сути будет точно таким же, как и был в свое время в серии PES. В качестве небольших нововведений режима редактирования в eFootball можно отметить тот факт, что у нас будет возможность добавлять собственные рекламные щиты на фейковых стадионах и немножко иначе редактировать созданных игроков в редакторе. То есть в PES были свои настройки, в eFootball вроде как будут немного иные настройки, которые будут позволять создавать чуть более реалистичных футболистов, нежели раньше. Касаемо второго, описание достаточно расплывчатое, но, как говорится, что имеем, то имеем. И как я упомянул чуть раньше, учитывая все тех слухи касаемо режима редактирования за последнее время, как мне кажется, шансы на его появление в eFootball 2025 высоки как никогда. А вот следующая функция та самая, о которой говорили игроки за последнее время. Наверное, за месяца полтора, так два, наверное. А именно, обмен игроков в eFootball 2025. Но не буду долго над вами издеваться, таить интригу. На самом деле, это далеко не тот самый обмен карточек, о котором все так долго мечтали. На самом деле, это обмен, который некогда присутствовал в серии PES, а именно где-то начиная с 19 и по 21 часть. Если вы те времена не застали или банально не играли в MyClub, как это делал я, например, то тогдашний обмен представлял собой обмен дубликатов на какую-то другую карточку у искусственного интеллекта. То есть обмен заключается не в обмене между реальными пользователями, а между игроком и искусственным интеллектом. И обменять вы можете только дубликаты карточек, которые завалялись в вашем составе. Однако раньше дубликаты были чуть более распространенным явлением, нежели сейчас. И поэтому необходимость такой функции, как обмена дубликата карточек, на самом деле вызывает сомнения. Но, возможно, Konami что-то там немного видоизменит, точно так же, как и изменит в целом подход к этой функции, потому что, опять же, времена немножко изменились, карточки в составе у игроков также изменились, и я сомневаюсь, что у кого-то есть в составе дубликаты нескольких карточек. Если, конечно, не считать карточки подарочного Бекенбауэра, которые большинство из тех, кто его выловили несколько раз, не потратили его на очки прокачки. И, по сути, это все, что из себя будет представлять обмен, если он появится в eFootball. Гальвани упоминает именно о таком типе обмена карточек, но никак не тот, о котором мечтают игроки, чтобы один пользователь мог обменяться с другим. Как бы круто это в теории не звучало, но все вы должны понимать, что на самом деле это крайне невыгодная тема для Konami, учитывая, что основную ставку в целом на контент, в целом на разработку чего-то нового они делают именно что в отношении карточек. И если в лишний раз кому-то не придется крутить пак, а просто достаточно обменяться карточками с другим игроком, то очевидно для них это крайне и крайне невыгодно. Ну и не отходя далеко от кассы, заканчиваем сегодняшний ролик темой про новые карточки в eFootball 2025. Хотя, как сказать, новые? На самом деле, в файлах игры, в целом где-то вот в подкорке самой eFootball, эти карточки фигурируют достаточно давно. Еще где-то с конца eFootball 2022 с eFootball 2023. Речь идет о карточках типа Greatest All the Time, или же сокращенно GOAT, величайший всех времен. Ну, как, например, любят называть того же Лионеля Месси. И исходя из нового оформления, которое появилось в файлах игры после обновления до версии 3.6.2, судя по всему, в ближайшее время нас ожидает вот такой вот тип карточек. Однако доподлинно неизвестно, появится ли он в eFootball 2025 или же чуть-чуть пораньше, потому что все то, что планируется к глобальному обновлению до новой части, грубо говоря, во времена там 24 части до 25 части, вроде как заблаговременно оно в игре не появляется. То есть заранее к 24 части ничего не было в 23 части, и скорее всего для 25 части тоже ничего раньше времени не добавят. Потому что когда игроки обнаружили фейковые логотипы Рома и
и Наполи, мы также думали, что это для eFootball 2025, но по сути все произошло намного раньше. И не дожидаясь обновления до 25 части, мы уже наблюдаем фейковые Наполи и Рому. И вполне возможно, что с карточкой будет точно такая же ситуация, то есть мы думаем, что эти самые карточки GOAT появятся в 25 части, а они возьмут и появятся где-нибудь в августе, перед релизом 25 части. Что они из себя будут представлять, опять же, не до конца понятно, потому что кроме как соответствующего оформления мы о них никакой информации не имеем. Но вполне очевидно их предназначение, а именно в лишний раз разбавить уже привычные нам эпические, бигтаймовские и шоутаймовские паки. Насколько сильными они будут, нам опять же тоже неизвестно. Будут ли они хуже эпических карточек, будут ли они лучше шоутаймовских карточек, покажет только время. В принципе, дизайн чем-то напоминает те же самые Iconic Moment, которые были во времена Pro Evolution Soccer. И это все, о чем я хотел рассказать в рамках сегодняшнего ролика. В принципе, все те нововведения, функции, возможности, которые, возможно, появятся в eFootball 2025, так или иначе мы с вами обсудили. И вроде как пробел также закрыли. В комментариях под этим роликом пишите, что вы думаете насчет услышанного, как вы думаете, что из себя будут представлять новые карточки и насколько имбовыми они будут. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, потому что именно ваша активность способствует продвижению ролика, ну и канала соответственно. Подписывайтесь на него с колокольчиком, если находитесь здесь впервые, ну и про наши соцсети также не забывайте. Telegram, ВКонтакте, ссылки на них в описании. Я же всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!